Приветствую всех на своем канале. В своем новом видео я бы хотел создать материалы для нашей модели оружия, установить свет и сделать рендер готовой сцены. Все клавиатурные команды, которые я буду использовать, будут отображаться в левой нижней части экрана. В описании к видео я прикреплю файл трехмерной модели, созданной в первом видео. Итак, поехали. Для начала я хочу направить камеру на нашу модель. Далее я буду создавать материал, который выглядит как желтая краска с грязью поверх нее. Для этого я добавлю текстуру грязи и ноды для ее размещения в окне редактора шейдеров. Далее нам нужно создать UI-развертку, используя для этого куб Projection в выпадающем меню, и расположить элементы детали на текстуре в окне редактора разверток. После этого нам нужно смешать желтый цвет с текстурой грязи при помощи ноды Color Mix, а в качестве фактора смешивания мы будем использовать ноду Color Ramp. Теперь нам нужно смешать нашу текстуру с коричневым цветом. Делаем это при помощи ноды Color Mix. Затем мы добавляем еще одну такую же ноду, в ней мы смешаем два предыдущих Color Mix. В качестве фактора смешивания будем использовать ноду Attribute. Мы будем раскрашивать наши точки в окне Vertex Paint. И там, где у нас будет черный цвет, будет располагаться текстура грязи. Далее мы преобразуем нашу текстуру в черно-белый цвет при помощи ноды Color Mix, и будем использовать ее для создания небольших неровностей. Далее проделываем те же манипуляции для других деталей, к которым мы применяем данный материал.
После этого нам нужно создать окисленный металл. Для его создания мы будем использовать текстуру окислов. Эту текстуру мы будем использовать в качестве основного цвета. А также при помощи нодов Color Ramp создадим карту шероховатости и карту неровностей. Применим этот материал для других деталей. Далее мы создаем еще один металл. Но на этот раз мы будем смешивать два шейдера. Один шейдер будет чистым металлом, а второй будет окисленным металлом. В качестве фактора смешивания мы будем использовать ноду атрибут. В окне Vertex Paint мы будем раскрашивать детали с таким материалом. И там, где будет черный цвет, будет отображаться текстура окислов. После этого проделываем те же операции для других деталей с таким материалом.
Теперь создадим пластик, для этого изменим цвет базового материала на черный. И добавим неровности при помощи бампа и текстуры Noise. Создадим ржавый металл. Для этого в качестве основного цвета нового материала будем использовать текстуру ржавчина. Для того чтобы разместить ее на нашей детали, необходимо сделать развертку. Для наших винтов я бы хотел создать простой материал с коричневым цветом. Далее я бы хотел копировать наш источник света и разместить его с 4 сторон вокруг нашей модели. Теперь нам необходимо создать 3 луча, исходящие из нашей модели резака. Эти 3 луча мы создадим из 3 цилиндров. А в качестве материала для них будем использовать шейдер и эмишон. Далее я бы хотел немного изменить наши материалы. Для финального рендера я буду использовать движок Blender Cycles. Для того чтобы получить чистое изображение, не забудьте включить опцию Denoising на вкладке слоев. После непродолжительного ожидания у вас должно получиться готовое изображение. На этом наш урок подошел к концу. В следующем уроке мы с вами создадим анимацию для нашей модели резака. А у меня на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч!